Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я хочу поделиться с вами вот таким вот замечательным узором. Посмотрите, какая красота получается. Такой вот летний ажурный узор, который вот возник в моей голове в противовес узору, который в этом сезоне очень активно использован на сайте Брунелло Кучинелли. И я почему-то захотела, вот тут у меня возник в голове такой, думаю, дай попробую. Я не претендую на авторство этого узора, но, скажу честно, я его связала сама, вот просто из головы. Там немножко мудрила, сидела, и вот что у меня получилось. Я думаю, что вот этот узор также можно использовать для всех моделей, которые есть на сайте Брунелло Кучинелли. Поэтому я хочу показать, как вяжется этот узор, и думаю, вы можете его использовать. Вот я его начала уже использовать для вязания джемпера. Я спинку уже связала, и сейчас вот вяжу перед, и потом, когда у меня будет готов мой джемпер, я думаю, что я покажу, как я вязала, какие у меня были сложности, и где надо на что обратить внимание. А сегодня я вам хочу показать, как вяжется этот узор. Он несложный, всего у него 2 петли раппорт и 2 ряда. Значит, надо набирать четное количество петелек самым обыкновенным способом. Давайте мы сейчас наберем с вами вот это количество петель. Ну, давайте условно возьмем 16 и плюс 2 кромочные. Значит, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 2 кромочные, 18. Вот я набрала 18 петель. И сейчас мы на примере вот этого образца научимся вязать этот образец. Но чтобы было легче вам показать, я сейчас провяжу 2 ряда просто лицевыми петлями. Ну вот я провязала 2 ряда лицевыми петельками. Сейчас мы приступим непосредственно к узору. Итак, значит, кромочная петелька я просто снимаю. И дальше мы все наши петли в лицевом ряду вяжем таким образом. Вот я ввожу спицу в петельку, обматываю ниточку 1 и обматываю ниточку 2. И потом только провязываю петлю. Дальше опять смотрите, 1, 2 и провязываю петельку. 1, 2. Это не сложно. Потом, если вы начнете вязать этот узор, вы поймете, это будет уже на автомате проходить. Сейчас вот просто пробуйте так и не затягивать особенно, да? Значит, вот этот узор можно вязать как по кругу, так и поворотным вязанием. Сейчас я буду показывать, как это делается поворотным вязанием, но параллельно расскажу, как надо делать при круговом вязании. Значит, вот мы уже подходим к концу. Каждую петельку мы обматываем дополнительным накидом, чтобы эта наша петля удлинилась. Чем хорош этот узор? Вы провяжете 2 ряда, а высоту получается, как будто вы провязали уже 4 ряда. Он вяжется довольно быстро. Вот, подошли к кромочной. Все, я провязала. Вот мы первый ряд с вами провязали. Это ряд вяжется одинаково как поворотным, так и для кругового вязания. Второй ряд мы разворачиваемся. Так, кромочную я снимаю. И теперь что мы делаем? Вот петелька, я ее снимаю просто со спицы, она увеличивается. Снимаю вторую со спицу. Видите, они такие длинные получились. Теперь вот эту первую я подхватываю и через нее протягиваю вторую и одеваю ее назад на левую спицу. Вот у нас получается петли как бы перекрестились, одна вошла в другую. И вот эти перекрещенные петельки мы провязываем с вами просто изнаночными. Вот. Дальше опять я петельку снимаю, вторую тоже снимаю. Вот они длинные. Подхватываю первую, через нее протягиваю вторую и одеваю ее назад на спицу и провязываю эти петли изнаночными.
Еще раз покажу. Опять мы снимаем. Раз. Снимаем. Два. Подхватываем первую. Через нее протягиваем вторую. И одеваем ее назад на левую спицу. И провязываем изнаночными. Те, кто будет вязать по кругу, будет проходить то же самое, только вы будете вязать петли не изнаночными, а лицевыми. Так у вас вы будете вязать все с лицевой стороны. Вот опять я натягиваю, одеваю ее назад и провязываю изнаночными. Вот это, в принципе, раппорт узора. Давайте сейчас еще раз мы вернемся на лицевую сторону и посмотрим, что у нас получается, и вы увидите, как это все дальше легко. Повторяюсь, всего лишь 2 ряда раппорт, и он постоянно будет повторяться. Здесь не надо спешить в начале, пока вы не наловчились вязать этот узор, да, чтобы у вас все петельки были провязаны, вы не пропустили. Вот опять я ее одела назад и сначала провязываю вторую, потом первую. И вот у меня последняя пара осталась. И кромочная. Вот мы связали с вами раппорт узора. Смотрим, что у нас получается. Вот уже видно, видите? Вот такая красивая штучка у нас получается. Дальше опять первый ряд раппорта. Делаем то же самое. Вот я ее прокручиваю, то есть дополнительный накид делаю на каждой петельке. Это ничего сложного нету, да? И уже, в принципе, этот узор, я вот вяжу этот джемпер свой уже около телевизора, не задумываясь, так как джемпер я вяжу просто спущенный рукав, там довольно долго надо вязать просто прямое полотно, и получаешь от этого удовольствие. Делаешь и работу, и смотришь телевизор. Вот. Ну, вот видите, как бы вот так вот опять, это первый ряд раппорта. Потом развернетесь и опять вяжете все изнаночными. В общем, здесь я думаю, что ничего сложного нет, и вы сможете к лету себя порадовать красивой обновкой. Вот я провязала еще один ряд по 2 петельки. И по изнанке вы будете их раскрывать и вязать изнаночными. И у вас будет получаться вот такая вот, посмотрите, какая красота получается. Вот на сегодня все, что я хотела вам показать, именно этот узор. Вот, если я соберусь по этому джемперу снять мастер-класс, значит, я его сделаю и загружу немножко попозже. На сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.